Июнь всегда особенный месяц для BTS и EMI. Каждый год этот месяц ассоциируется с праздниками, воспоминаниями и моментами, напоминающими нам о долгом совместном пути. Однако этот июнь особенный. После долгого периода ожидания участники наконец-то вступили в новую главу своего пути. В то же время внимание фанатов вновь привлекли две фигуры, которые на протяжении многих лет неизменно дарили захватывающие истории своими маленькими моментами – Тэхён и Чингук. Что делает их историю всегда увлекательной, так это не громкие заявления или шокирующие признания, а скорее то, как они естественно демонстрируют свою близость. Короткие взгляды, улыбки, которые появляются неосознанно, небольшие закулисные жесты и привычка поддерживать друг друга на каждом шагу – все это становится частью истории, которую фанаты запомнят навсегда. Каждый раз, когда они снова выступают вместе, всегда появляется новая деталь, которая привлекает внимание и становится темой для обсуждения во всем мире. В течение июня энтузиазм EMI снова достиг своего пика. Различные мероприятия участников BTS, подготовка к новым проектам и совместные моменты вновь привлекли всеобщее внимание. На фоне всего этого Тэхён и Чингук снова сумели подарить улыбки многим людям простыми взаимодействиями, демонстрирующими, насколько комфортно им было друг с другом. Для кого-то это может быть просто мимолетный момент. Но для тех, кто следил за их отношениями на протяжении многих лет, каждая деталь кажется историей, достойной памяти. Это видео перенесет вас в разные моменты из жизни Тэхёна и Чингука в течение июня. Мы увидим, как небольшие жесты, язык тела, выражение лиц и различные взаимодействия сумели привлечь внимание миллионов поклонников. Это не попытка сделать вывод, а скорее напоминание о каждом совместном моменте и о том, почему их отношения всегда были одной из самых интересных динамик в BTS. Так что приготовьтесь, потому что в этом видео мы расскажем обо всех деталях, которые вы могли пропустить. От трогательных моментов и вызывающих улыбки взаимодействий до различных инцидентов, которые в июне снова сделали имена Тэхёна и Чингука горячей темой среди EMI. Давайте отправимся в это путешествие и вместе разберемся, почему их история всегда оставляет такое неизгладимое впечатление. И если в чем-то мы всегда можем быть уверены, так это в том, что Тэхён и Чингук не из тех, кто остается в тени. За эти годы они оставили за собой след моментов и поступков, которые, хотя и казались изолированными или незначительными в тот момент, со временем слились в историю, которую все труднее игнорировать. Каждый жест, каждое совпадение, каждое вовремя сказанное слово постепенно становятся кусочками головоломки, указывающими на историю, которая для многих становится все более ясной. Это не только многочисленные слухи о встречах или романах, которые изначально считались всего лишь домыслами, но затем постепенно получили подтверждение. Для тех, кто следил за творческим путем Тэкука с самого начала, когда все еще было лишь слухами и домыслами, эти моменты стали своего рода подтверждением того, во что они всегда верили. Но внимание привлекают не только важные события или публичные взаимодействия. Именно мелочи, казалось бы, простые и почти незаметные действия, со временем приобретают гораздо более глубокий смысл. 15 ноября 2022 года Тэхён и Чингук покинули Южную Корею, чтобы выполнить свои рабочие планы. Тэхён улетел в Париж для съемок песни «Winter Airhit», проекта, который он давно планировал со своим лучшим другом Пак Хё Шином. Тем временем Чингук улетел в Катар, чтобы подготовиться к своему выступлению на церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA, выступлению, которое стало одним из самых значимых моментов в его сольной карьере. Несмотря на плотный график и нахождение в разных частях света, многие фанаты все же нашли время встретиться. После того, как Чингук завершил все свои дела в Катаре и вернулся в Южную Корею, различные сообщения в развлекательных СМИ и предположения фанатов указывали на его встречу с Тэхёном. Согласно версии, циркулирующей среди фанатов, они провели время вместе в отеле «Парадисе», расположенном недалеко от аэропорта Инчхон. Это место известно как один из роскошных отелей в Южной Корее, предлагающий высокий уровень приватности. Поэтому многие фанаты сочли выбор места вполне разумным, если кто-то хотел отдохнуть вдали от внимания общественности. В версии, распространяющейся в фан-сообществе, говорилось, что они провели время вместе наедине, без других участников BTS или рабочих групп. В
В тот раз они также якобы записали видео для челленджа Run BTS Challenge, которое было загружено несколько дней спустя. Для многих фанатов это стало одним из доказательств того, что их отношения продолжались не только на камеру, но и в личной жизни. Однако следует отметить, что различные интерпретации значения их отношений остаются лишь мнениями или предположениями фанатов, а не чем-то официально подтвержденным самими участниками. Еще один интересный инцидент произошел в день их отъезда из аэропорта. Когда он собирался улететь в Катар, Чингук сделал вид, что пинает мяч перед камерой в знак благодарности за свое выступление на чемпионате мира. Перед тем, как войти в зону вылета, он также сделал жест рукой, который привлек внимание многих фанатов. Несколько часов спустя, когда Тэхён прибыл в аэропорт, чтобы улететь в Париж со своим менеджером, репортер спросил о Чингуке. Тэхён, который в тот момент был в наушниках, снял один из наушников, чтобы услышать вопрос. После этого он показал жест рукой, который был воспринят как похожий на тот, что Чингук делал ранее. Некоторые фанаты даже интерпретировали этот жест как сочетание букв V и K, хотя, конечно, это лишь личная интерпретация. Когда репортер спросил, все ли с ним в порядке, Тэхён со смехом ответил, что он в очень хорошем состоянии. Интересно, что, не дожидаясь вопроса, Тэхён упомянул, что они с Чингуком планировали улететь вместе, но Чингук опоздал. Это спонтанное замечание заставило многих предположить, что они, скорее всего, провели время вместе, прежде чем, наконец, отправиться в свои пункты назначения. Когда репортер вернулся к обсуждению пинок по мячу Чингука в аэропорту, Тэхён признался, что ждал, что Чингук сделает после отъезда. Он даже забавно имитировал движение Чингука, когда его об этом спросили репортеры. Этот простой момент стал любимым воспоминанием для многих фанатов, поскольку он показал, как они, казалось, следили за действиями друг друга, даже когда у них был очень плотный график. Несколько дней спустя, после того, как Тэхён закончил свой график в Париже и вернулся в Южную Корею 20 ноября 2022 года, он выразил свою поддержку выступлению Чингука на чемпионате мира в своей истории в Instagram. Многие фанаты восприняли этот пост как выражение признательности и поддержки достижениям Чингука. Тем временем, вечером 21 ноября 2022 года Чингук вернулся в Корею, завершив все свои мероприятия в Катаре. Его видели в футболке сборной Южной Кореи, и он приветствовал репортеров, которые его встречали. Согласно хронологии, которой придерживаются многие фанаты, на следующий день, 22 ноября, Тэхён и Чингук снова встретились. Считается, что именно тогда они записали видео для TikTok под названием Run BTS Challenge, которое было опубликовано 27 ноября. Для большинства поклонников Тэкука эта череда событий рассматривается как доказательство того, что их отношения не были созданы исключительно ради контента или продвижения. Они увидели близость, которая казалась искренней и естественной. Однако важно понимать, что смысл их отношений остается предметом интерпретации фанатов, поскольку они никогда не подтверждали романтические отношения. Кроме того, есть еще один интересный момент, который часто связывают с песней Тэхёна «Maybe». В процессе записи Winter Air Hit Тэхён исполнил небольшой фрагмент этой песни. Песню, которую он ранее ненадолго исполнил во время прямой трансляции 11 апреля 2023 года, он тогда сказал, что она, вероятно, не будет выпущена примерно через 10 лет. В тексте песни говорится: «Ты сказала, что мы родственные души. Наши цвета сияют одинаково. Когда зимой мир становится холодным, мы сливаемся в одно целое». Эти слова заставили многих поклонников связать их с прошлыми заявлениями Тэхёна и Чингука, включая аналогию воды и огня, которую они когда-то использовали, описывая, как их характеры дополняют друг друга. Сам термин «родственная душа» часто используется для описания духовной связи, которая считается очень сильной и глубокой. В популярном мнении эта концепция даже превосходит термин «родственная душа», поскольку считается, что в жизни человека может быть только одна родственная душа. Некоторые фанаты затем связали эту концепцию с аналогией воды и огня, часто ассоциируемой с Тэхёном и Чингуком. Однако, опять же, связь между текстом песни и личной жизнью Тэхёна
Это вопрос интерпретации фанатов, а не официальное объяснение от исполнителя. Несмотря на все существующие теории, одна фраза Чингука, которую фанаты часто цитируют, остается одной из самых запоминающихся: «Мои отношения с Тэхёном Хёном не для камер». Для многих эта фраза иллюстрирует, что их дружба строилась вдали от глаз общественности и не зависит от контента или появлений перед камерами. В конечном итоге, независимо от того, как каждый интерпретирует близость Тэхёна и Чингука, их история остается одной из самых захватывающих среди поклонников BTS. Независимо от того, рассматривается ли это как очень тесная дружба или через различные другие интерпретации, сложившиеся в фан-сообществе, за эти годы они подарили множество незабываемых моментов. Искренние, взаимоподдерживающие и построенные на доверии отношения всегда обладают своим очарованием. И, возможно, именно поэтому так много людей продолжают следить за их историей до сих пор. И это лишь некоторые из моментов с участием Тэхёна и Чингука, которые привлекли к себе внимание в течение июня и прошедшего года. Независимо от того, как каждый это интерпретирует, нельзя отрицать, что эти двое всегда создают воспоминания, которые заставляют поклонников с энтузиазмом следить за их творческим путем. Надеюсь, это видео позволит нам заново пережить каждый момент, который они разделяют, а также оценить их путь как личностей и как части BTS. Если вам понравились подобные обсуждения, не забудьте поддержать это видео и поделиться своими мыслями в комментариях. До встречи в следующем видео с другими интересными историями и моментами. Спасибо за просмотр!